Друзья, всем привет! И сегодня речь пойдет о самом маленьком умном реле от компании Girer. Вот, оно вот такое вот, предназначено для того, чтобы любую розетку, любой прибор можно было сделать умным. Если интересно, смотрите далее. Вот такая маленькая коробочка. На задней части два QR-кода для скачивания и установки приложений TUE или Smart Life. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас находится само реле и небольшая инструкция на английском языке. Из полезного в инструкции можно посмотреть вот таким вот образом различные варианты подключения умного реле. Можно использовать реле непосредственно с выключателем, как вот здесь вот, просто подключив его к какому-то прибору, либо же даже с двумя параллельными выключателями. Реле действительно очень маленькое, 41 на 41 на 20 мм. Работает оно у нас по протоколу ZigBee 3.0. Поэтому для работы будет необходим шлюз. На передней части у нас находится небольшая кнопка для подключения сопряжения со шлюзом. И над ней вот здесь вот светодиод, вернее, так как мы развернем вот таким образом, над ней светодиод индикации работы. В нижней части у нас расположилась контактная колодка. А в задней части у нас, понятное дело, что уже на контактной колодке винты для зажима проводов колодки и распиновка этих контактов. Нулевая линия, подключение выключателя и L. Фаза, грубо говоря, вход, фаза, выход. То есть, соответственно, реле управляет непосредственно вот этими контактами. Реле может у нас коммутировать нагрузку до 16 ампер, ну, по сути, 3,5 киловатта. И для работы у нас требуется нулевая линия. Давайте разберем, посмотрим, что сможет ли действительно реле вытянуть у нас 3,5 киловатта. Для этого вот так вот поддеваем. Вот здесь в одном месте, а потом карточкой по периметру снимаем крышку. Электромеханическое реле довольно популярное. GQC12F. И судя по спецификации, таки выдерживает 16 ампер. За умность нашего устройства отвечает встроенный модуль ZigBee с низким энергопотреблением, разработанный для TUE. S2S. Он состоит вот этот вот. Он состоит из чипа RF процессора и нескольких периферийных компонентов со встроенным стеком сетевых протоколов ZigBee. На обратной стороне платы расположилась кнопка сопряжения. Вот она. И над ней небольшущий светодиод индикации работы. Тут же можно посмотреть, происходит коммутация различных контактных групп. Вот мы видим, что N у нас по сути соединено. Line in, line out. S1, S2. Это уже у нас логический выключатель. И line in, line out проходит у нас через, соответственно, нашу реле. Я у себя буду использовать реле по самой простой схеме. По сути, сделаю умную розетку, в которой можно будет включить любой прибор. Для этого демонтирую розетку. Ну, вот я не буду ее при вас показывать. Но посмотрите, сколько остается еще места. Это самый узкий, так сказать, подрозетник, потому что есть еще углубленный. Я буду использовать розетку по сути по простой схеме. Вот таким вот образом. То есть по сути сделаю умную розетку. Ну и объясню еще, как в принципе будет работать с выключателем. Так, смотрите, я использую обычную стандартную коробку. И как вы видите, остается место и для выключателя, и для нашей розетки. То есть все достаточно компактно и просто. Не стоит переживать за электроэнергию. Реле подключенное вообще ничего не потребляет. То есть мизер. 0. Я подключил вот таким вот образом. То есть по сути сделав просто банально в разрыв. Управлять подключенным прибором можем как с помощью мобильного телефона, так и непосредственно вот, с помощью вот этой вот кнопочки. Переводим наш девайс в режим сопряжения. Для этого удерживаем кнопочку в течение 5-7 секунд до тех пор, может больше, пока светодиод индикации не начнет быстро мигать. Теперь открываем приложение Smart Life или TUE. Нажимаем плюсик добавления устройства. Выбираем ZigBee розетку. Он сейчас все равно будет искать просто наше TUE Gateway. Вот, и если бы это было Wi-Fi, тогда можно было бы выбрать розетку Wi-Fi. Все равно что, только выбираем нужный протокол. А там уже неважно, это удлинитель, розетка или выключатель. Ждем. Вот выбор шлюза. Вот, выбрали шлюз, не ждем, выбираем. Быстро наш индикатор моргает, все отлично. Нажимаем вперед и поиск устройств. Идет сканирование эфира, так сказать, поиск новых устройств и добавление. VGH ZigBee Switch. Вот оно добавлено у нас. Все, завершаем. Реле можно управлять непосредственно с отсюда. Что-то тут не захотело. Вот. Раз. Два. И либо же перейти же внутрь. Статус также отображается на главном экране, как мы видим, светом, подсветкой. Все это меняется. Пройдемся по возможностям. Таймер. Возможно установить несколько режимов работы, когда он будет включаться, когда выключаться. То есть обычный таймер по дням недели. И свич у нас будет on либо off. Просто и понятно. Таймер обратного отсчета удобно, если вы, допустим, что-то готовите, надо, чтобы вам было уведомление, либо же для, не знаю, полива, чего угодно. Circulate. Вы знаете, я попытался добавить. Это интересная штучка, когда будет открыто. То есть время действия, вот начало, конец.
и когда будет включено, сколько минут, допустим, или часов, и сколько часов будет выключено. Но, к сожалению, я не понял, почему, ли это еще сырая прошивка, или вот я нажимаю Save, видите, ничего не происходит. Точно так же интересная функция Random. Random позволяет вам на протяжении какого-то периода, допустим, ночью включать или выключать. То есть оно будет автоматически. То есть хорошая имитация для отпугивания воров, что типа вы есть дома, там, и всю ночь там лазите туда-сюда. Но она точно так же, ребят, вот видите, не сработала в моем случае. И еще Inchin то же самое, что же это можно использовать в качестве умного реле для открытия ворот. Прочее, на 2 секунды мы можем подать сигнал работы и потом вернуться назад. Но тоже эта фишка здесь пока недоступна. Возможно, прошивка все поменяет. Но пока доступна только функция обратного отсчета и расписание. В принципе, мне пока этого хватит. Но если перейти в настройки, то здесь у нас еще есть статус реле. После отключения питания что будет? Выключено, включено или запомнить последний наш статус. И вот настройки самого нашего свеча. Rocket Switch Flip to Change State, State Synchronous и Button Switch. То есть, в принципе, но тут тоже, смотрите, тоже не удается сохранить. Не могу понять, то есть, что за... если получится у меня, я отпишусь обязательно в комментариях под видео, пока это не работает. Возможно, это того, что сырая прошивка. Что? Давайте попробуем в таком режиме. То есть, в таком режиме он все нормально работает, без каких-то либо проблем. Даже если я подключусь к мобильной сети, без Wi-Fi, нет Wi-Fi, очень все быстро и без проблем проходит. Вот сейчас я подключен к 4G. Рассмотрим вот такую схему подключения, то есть S1 и S2 мы добавим обычный выключатель. Ну, в моем случае вот такой, в вашем случае это может быть даже банальный настенный. Клац-клац. То есть отвязываем его от линии 220 и привязываем проводами к нашему реле. При таком подключении с помощью обычного выключателя мы можем выключать или включать реле. Все, никаких вопросов. То есть делаем из обычного выключателя умный выключатель за... не знаю, за 10, за 11 долларов. На самом деле, отличная прерогатива, если у вас уже выбраны какие-то красивые там, выключатели там, под ваш дизайн. Но хочется управлять светом не только с помощью клавиш, но и с помощью мобильного телефона и создавать различные сценарии. Потому что даже при использовании такой схемы, как видите, сразу же передается статус реле и даже все практически в режиме реального времени. Благодаря этой реле я буду делать умную нашу вытяжку. К сожалению, у меня не подходит нулевая линия к выключателю, поэтому придется ее встраивать непосредственно вот сюда. У меня здесь есть место, откуда выходят провода. Сюда я его запихну. Вот таким образом. И срабатывать оно будет по разным условиям. Все зависит от того, какие будут датчики стоять. Либо открытие, либо движение, либо влажности. Даже вплоть до этого. То есть это уже на ваше усмотрение. Вот 2 провода приходят, фаза 0. Что ж, реле установлено. Реле работает. Видим, включается, выключается. И осталось его применить с каким-то либо из датчиков влажности, движения, открытия дверей и с задержкой после этого на выключение. То есть до 5 минут там можно спокойно делать. Друзья, я считаю, что в целом за свои деньги это отличное решение для управления бытовыми приборами или освещением. На данный момент меньше устройств я еще даже банально и не видел. И думаю, пока что их и не будет, потому что 70, наверное, процентов этого в корпуса это электромеханическое реле. Да, оно немножко клацает, но если вы его засунете действительно в подрозетник, закроете, то его практически не будет слышно. Хотя за такие деньги я хотел бы здесь, конечно, увидеть энергомониторинг, вернее, не за такие деньги, я бы хотел его увидеть, но, к сожалению, его нету, не ожидал я, что он здесь будет, надеялся, может быть. Штука действительно получилась функциональная и удобная, самое главное, недорогая. Покупкой доволен, покупки могу рекомендовать. В системах умного дома она будет прокидываться с помощью ZigBee свистка, либо же с помощью использования шлюза ZigBee, если мы говорим про Home Assist. Это 3-я версия от Xiaomi. Дальше я покажу в видео, как это все сделать. Не следующее видео, но покажу. Вы не забывайте про подписку на канал. Ставьте колокольчик, чтобы быть подписан на новые видео. У нас тут достаточно много устройств. Вот у нас уже новый роутер приехал, тоже скоро будет. Поэтому не забывайте про телеграм-канал, если у вас возникнут трудности, вопросы, или просто вы хотите получать актуальные новинки, скидки и прочее. Тоже подписывайтесь, ссылка под видео. И там же ссылочка на покупку этого реле. Всем всего хорошего, пока-пока.